Здравствуйте, рыбки! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака расклад на следующую неделю. Это неделя с 9 по 15 февраля. Давайте посмотрим, что рыбок ожидает, какие карты вам сегодня выпадут и что же произойдет у вас на следующей неделе. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал, можете оставить лайк, сообщение под этим видео. Буду очень-очень вам за это признательна. Итак, давайте посмотрим. У нас сегодня две колоды. Первая колода основная, вторая колода дополнительная для уточнений, для разъяснений. Пока я перемешиваю, перетасовываю, да, как хотите называйте, вторую колоду, у вас есть время, да, соответственно, опять-таки можете подписаться, если вы еще этого не успели сделать. Итак, с понедельника по воскресенье, то есть начиная с 9 по 15 февраля, мы достанем на каждый день недели по одной карте из одной, а затем из второй колоды. Итак, рыбки. Давайте посмотрим. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, первая карта у вас карта Иерофанта. Иерофант — это по большому счету все, что связано с вашей семьей. Это все, что связано с традициями, это все, что связано с различными организациями, которые как-то связаны с привычными устоями. Да? Это какие-то университеты, это какие-то банки, больницы. То есть это все, что раньше было. Да? Это то, что как будто бы вот общепринятое. Да? Так было ранее, и так есть сейчас, и вот есть какие-то вот организации, которые уже давно существуют. Но вот здесь вот карта Иерофант, карта двойка пентаклей. Может быть, у вас будет какой-то выбор, и вам нужно будет принять решение, которое касается, соответственно, либо такой организации, пойти, не пойти, сделать что-то или не сделать, либо здесь какой-то выбор, касающийся семьи, допустим, касающийся брака или касающийся какого-то решения, которое нужно в семье принять. Потому что двойка пентаклей, да, change называется, перемены здесь. То есть все настолько как-то, вот знаете, все течет, все меняется. И вот у вас может быть ощущение, что все меняется, и в семье как-то все может меняться. Вчера думали одно, сегодня решили другое. Или там родственники хотели там что-то одно сделать, да, потом поменяли свое решение, к примеру. Здесь какие-то могут быть перемены. Может быть, перемены, касающиеся там вашего брака. Или, может быть, вы, наоборот, приняли решение, допустим, замуж выйти или жениться. То есть здесь какие-то перемены происходят, соответственно, по этой двойке пентаклей. Также очень много эмоций, соответственно, у вас может быть, которые тоже могут сильно меняться здесь, колебаться по этой энергии. Но при этом, опять-таки, вы стараетесь, двойка пентаклей, уравновесить эту ситуацию, то есть найти какой-то баланс, выстоять, не потерять этого равновесия, да, то есть сохранять какую-то такую вот способность, да, выстоять. Дальше идет карта короля пентаклей, земной знак, возможно, общение с девами, тельцами или козерогами. Здесь же снова выпадает Иерофант, снова семья. То есть все равно акцент на семью, может быть, какие-то важные семейные вопросы, касающиеся человека земного знака. Это девы, тельцы, козероги, опять-таки. Козероги по двойке пентаклей активно об этом говорят, да и карта Иерофант в целом, да, карта Иерофант. Не знаю, может быть, тельцы, да, тельцы, девы, козероги. Но вот в целом карта может в целом, да, говорить еще о каких-то финансовых вопросах, которые вам нужно решить касаемо либо этих организаций каких-то привычных, которые давно существуют, либо каких-то здесь вопросов семейных, да, которые требуют решения финансовых, опять-таки, вопросов. Поэтому карта Иерофанта. То есть вам нужно здесь мудрое решение принять. Кстати, может быть, и в целом решение мудрое, которое вам требуется в принятии какого-то, там, не знаю, вложения денег. Возможно, вам потребуется даже совет наставника какого-то или человека, которому вы доверяете, который давно в каком-то там бизнесе работает, к примеру, и может вам этот совет дать. То есть Иерофант может говорить еще и о советчике, наставнике, о мудром каком-то советчике.
который может хороший, разумный совет толковый дать. Дальше идет 5 кубков. 5 кубков здесь, да, среда, выпадает 5 кубков, неприятности, может быть, какие-то разочарования или в целом какой-то провал, что-то могло бы не получиться. И тут еще и карта Луна, как... знаете, вот можете находиться во внутреннем конфликте с собой, можете здесь по карте Луна быть окружены какими-то страхами, переживаниями, волноваться из-за чего-то, можете переживать из-за какой-то проблемы в доме или в отношениях с кем-то тоже сильно по этому поводу как будто беспокоиться, может быть, ожидать каких-то непредвиденных ситуаций или бояться, что кто-то вас обманывает, вас это тоже может беспокоить, или по 5 кубков вы чувствуете, что вот, ну, вот как будто что-то не получилось, потому что вот вы не смогли что-то сделать, или страх вам в чем-то помешал здесь что-то сделать, что вы планировали, к примеру. Дальше идет 7 чаш. И 7 чаш — там много иллюзий, много каких-то размышлений, фантазий, каких-то мечтаний. И выпадает 7 мечей, когда у вас и 7 кубков, много иллюзий, и 7 мечей — это по сути, как знаете, вы можете самообманом заниматься. То есть придумывать себе, что вот что-то вот произойдет, так как вы себе задумали, хотя на самом деле так оно может быть и не будет, да, но вот вы себе фантазируете, думаете об этом, может быть, вас здесь могут даже и обмануть. Это как игра в наперстках, да, и где вас действительно могут обмануть и какую-то другую вам истину предложить или другой вариант какой-то дать, и вы на это согласитесь, поверите, и столкнувшись с такой хитростью, не сразу ее увидите, и можете из-за этого предательства, допустим, сильно пострадать. То есть здесь нужно быть осторожнее. У кого-то могут быть мечты, планы, какие-то фантазии, касающиеся поездки, да, какого-то переезда тоже. Такой вариант может быть, в принципе, он не такой уж плохой. Кстати, может быть неплохо, если какая-то творческая здесь у вас работа или какое-то творческое дело, то вы здесь можете даже что-то и хорошее сотворить, сделать, соответственно, вместе с 7 мечей даже. Но в целом 7 мечей, она все-таки о какой-то нечестности, о какой-то неправде, и вы витаете в облаках. Либо вы сами себя обманываете и витаете в облаках, либо кто-то вам вот такую лапшу на уши вешает там, да, и вы во что-то верите, и можете неправильное решение просто принять, потом можете об этом пожалеть. Карта 5 жезлов, карта борьбы и необходимости здесь кому-то что-то доказывать, отстаивать свои интересы, может быть, решать какие-то сложные вопросы, справиться с какими-то испытаниями, возможно, придется, знаете, или там на работе, или дома. То есть возникают какие-то такие ситуации, и по принцу мечей, может быть, это связано с воздушным знаком, то есть весы, близнецы или водолеи. А может быть и ситуация, когда по принцессе, да, это паж, да, паж мечей. В целом это может быть и ситуация, где вы вот как будто здесь, знаете, имеете шанс выбрать для себя какой-то результат, да, если будете прикладывать усилия. То есть необходимо здесь проявлять эту настойчивость, напористость, какую-то решительность, которая от вас потребуется. Возможно, из-за чьей-то честности, прямолинейности какой-то такой вы можете узнать информацию, которая вызовет у вас много эмоций, бурю эмоций, да, и вот возникнет какая-то спорная ситуация, соответственно. Дальше идет карта пажа кубков. Это карта в целом, знаете, пажа кубков, может быть, хороших новостей, да, хороших известий, хороших возможностей тоже, хороших предложений, которые вам выпадают в субботу, и водного знака зодиака, раки, рыбы, скорпионы, тут же 7 кубков снова. То есть вы здесь думаете, что ой, все-таки получится исправить какую-то ситуацию, снова появляются какие-то надежды. Эти надежды, они появляются, потому что вы получаете хорошее сообщение или какую-то хорошую новость, которая вас обнадеживает. То есть вы начинаете снова рисовать какое-то лучшее будущее для себя, да, лучшую версию, лучший вариант, вы об этом думаете, вы здесь надеетесь на этот хороший шанс, на какие-то позитивные изменения, соответственно. И дальше идет 8 жезлов. 8 жезлов — это какой-то значительный, быстрый прогресс, и выпадает он с принцем жезлов, то есть порывистость, такая быстрота.
Динамика в воскресенье. Вы можете куда-то быстро поехать, принять решение, да, спонтанное решение куда-то поехать. Может быть, вы здесь едете, знакомитесь с новыми людьми, новые знакомства заводите, может быть, новых друзей, у кого-то, может быть, творческий прорыв или какой-то прогресс. Кто-то из вас здесь готов рискнуть в каком-то вопросе. А кто-то здесь, может быть, общается, да, и какие-то быстрые решения принимает, связанные там с огненным знаком. Это львы, овны или стрельцы. Но в целом карты хорошие, да, карты интересные. У вас нужно быть, пожалуй, осторожнее вот в середине недели. Так, у вас карты достаточно хорошие. Рыбки, с этим я вас поздравляю. Желаю всем всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого.